Привет, друзья! Это снова Евгений, и вы на канале Johnny Raw Visuals. И мы продолжаем наше большое путешествие по острову Кипр. Прошлый выпуск мы закончили церковью в пещере под землей. Сегодня у нас будет две удивительных точки, две церкви. Одна в скале, другая на скале. Почему этот природный грот носит имя 40 элитных римских легионеров и как абсолютная тишина пещеры связана с одной из самых жестоких казней IV века? На что готов пойти человек, когда цена его убеждений – жизнь? Сегодня мы разберем анатомию стойкости на примере самого скрытого храма острова. А вторым сегодняшним объектом будет церковь пророка Ильи. Разберем, как физический стресс при подъеме превратили в духовный тест на чистоту совести. Такое ощущение, что на Кипре церковь можно встретить в любом месте, разве что под водой нет. Хотя я не проверял. Ну что, друзья, сегодня у нас полноценное лето, жара, на градуснике почти 30, поэтому запасаемся водичкой и продолжаем наше путешествие. Сегодня у нас в планах, я думаю, что это самая необычная церковь, которую я видел. И основана она монахами-отшельниками. Порой складывается впечатление, что кроме монахов-отшельников в начале истории на Кипре вообще никто не жил. Что не церковь, то связь с некими отшельниками. Ну и круто, это придает лишнего драматизма нашему путешествию. Сегодня мы с вами погрузимся опять в некую мифическую, мистическую, а может и реальную историю, никто не знает. До наших дней добрались только легенды, описанные в каких-то церковных писаниях. Я не буду заходить с точки зрения религии. Я захожу с точки зрения туриста, которому, может быть, интересны всякие необычные объекты. Основали эту церковь монахи в честь 40 погибших легионеров в городе Севастия, что в Турции. Эта пещера – памятник 40 солдатам элитного римского легиона Фульмината. В 320 году в Севастии эти ребята погибли. И погибли они довольно жестокой смертью, отстаивая свои религиозные убеждения. Лициний постановил легионеров перед выбором: либо принести в жертву языческим богам, как знак лояльности государству, либо ликвидация. И эти ребята выбрали ликвидацию, причем очень-очень негуманным способом. И вот ребята-монахи соорудили для них вот такую вот, ну не для них, а в честь них, церковь. Я хочу заметить, с очень нифиговым видом. Туристов уже полные города, поэтому можно услышать их любимый способ передвижения — багги, которые рычат просто на всю округу. Но нам повезло, сегодня здесь никого нет. На календаре 9 мая, а на часах 2 час дня. Итак, заходим. Сюда можно просто зайти, помолиться, кому это важно и интересно, кому это нужно. Тут маленький алтарь. Тишина нереальная. Ну и вид, согласись, это просто нечто. Когда в пещере располагается такой религиозный объект. Все это, конечно, выглядит довольно мистично. И неважно, религиозен ты или нет.
Эти ребята выбрали пытку за свои убеждения. Их разделили и поставили голышом на лед. И чтобы усилить мотивацию, на берегу поставили баню. Но никто из них, в общем-то, в эту баньку не пошел. И все благополучно замерзли. Но кто не замерз и дожил до утра, того вывели на берег, переломали кости ног и сожгли. А их полководец, или я буду говорить, конечно, ошибочными терминами, короче, главный считал, что не должно быть православных в его войсках, что это чем-то ему грозит, ему или стране, я не знаю. Ну, короче, они считали, что православие в их рядах – это угроза. И вот таким образом они решили замотивировать 40 ребят поменять веру. Довольно жестко, я хочу сказать. Спасибо, что до наших дней такие методы переубеждений не дожили. Тут прямо над входом такой скальный козырек. Хочется туда залезть. Заодно посмотрим этот маленький купол. Правильно? По-моему, интересная затея. И панорама там офигеть какая. Погнали. Хоба. Кто я такой, чтобы не показать вам всю красоту этого места? Тут нужно свернуть, судя по тропиночке, правее входа. Смотри, да? Трава уже просто умерла вся. Наступило лето, жара, и это значит, что здесь, вероятнее всего, можно встретить всяких змеенышей. Короче, надо быть крайне осторожным, потому что по этим камням прыгать довольно опасно. Но радует, что это все вблизи города. Если сорвешься, скорая будет скоро. Поползли наверх. Почти добрались. Вот туда нужно. Хорошо, камни цепкие. Если обувь хорошая, то добраться труда не составит. Тут невероятная панорама. Это все город Протарас, по которому мы гуляли. Там мыс Каву-Греко, на который мы забирались. А вот там Айанапа. А вот, собственно, и вот эта надстройка, которая закрывает от всякого мусора, наверное, да и разрушений, верхнее отверстие в потолке этой пещеры. Я думаю, такие впечатления остаются на всю жизнь, поэтому настоятельно рекомендую. Вот локация, название. Будете на Кипре, не пропусти это место. Ну а мы, друзья мои, спускаемся и идем на следующую локацию. Ну, я не выбрал бы какую-то обычную, поэтому смотри, будет круто. Так, кто тут у нас мусорит? Нехорошие люди.
сижу под деревом, которое полностью завешено лентами. И тут такое не одно. Это мощнейший аккумулятор человеческой энергии, потому что каждая лента, она сюда повешена либо с глубоким желанием, либо памяти усопшего. По крайней мере, так говорят. Все эти ленточки — это чьи-то просьбы, чьи-то мечты или чья-то память о ком-то. Я, конечно, может быть, черствый, никакой особой энергии тут не чувствую, но, наверное, она есть. Смотри, короче, в чем тема здесь. Вот ступеньки, и ты такой идешь и считаешь ступеньки. И весь прикол в том, что их 156. И если ты, спускаясь, насчитаешь столько же, значит, твоя совесть перед Господом чиста. Но если ты насчитаешь другое число при спуске, то значит, столько грехов на тебе и есть. В какую цифру отличаются эти два значения, вверх и вниз. Короче, разница — это количество твоих грехов. И тебе немедленно нужно пойти замолить их. Короче, в чем суть? Когда ты поднялся, ощутил на себе нехилую нагрузку. Спускаешься, и твои числа не совпадают, потому что во время стресса твои когнитивные функции, твой когнитивный счет слегка сбиваются. Здесь-то и есть уловочка, чтобы уличить тебя в грехах. Но виды, конечно, здесь, как и во многих других православных местах Кипра, в частности, довольно впечатляющие. Смотри сам. Обзор на 360. Да, друзья, для вас прошло мгновение, а я выждал несколько часов, чтобы тут оказаться в закатное время, потому что, естественно, в это время вам будет наблюдать все это симпатичнее. Поэтому пойдем посмотрим, что тут есть. Локация выбрана по канону. Храмы пророка Ильи всегда строятся на самых высоких точках. Это прямая отсылка к его жизни на горе Кармель и власти над стихиями. В византийской логике это пункт управления погодой. Именно сюда веками совершались ходы на время засухи. Современное здание 1984 года стоит на фундаменте византийской часовни XIV века. Солнце заходит за горизонт, и мы с вами очередной выпуск заканчиваем закатом. Прекрасная традиция, ребята. Я думаю, ей может позавидовать тот, кто не смотрит эти выпуски с вами. А вы рекомендуйте. Внизу по ссылочке можно пройти в мой телеграм, где много общения происходит в реальном времени. Я делюсь там какими-то моментами бэкстейджа, какими-то моментами, которые не входят в выпуски. Это ни с чем не сравнимое, ничем не заменимое
живое общение. Я благодарю вас, что вы пишете, спрашиваете, советуете в комментариях под видео. Мне очень нравится ваша активность. Спасибо вам за нее. Вот от души. Благодарю. Оставайся со мной. Все самое интересное еще впереди.